потому что, случайности не случайны. Перестаньте просить Бога и Вселенную, они и так уже там с ума сходят. Как так, это неуважение? У нас есть 7 тел, да, в кундалини-йоге вообще 10 тел. Это ошибочно, что мы контролируем все. Ничего мы не контролируем. Ничего, мы только можем контролировать сами себя. Радость, искренняя радость за человека, понимаешь, путают с игрой в позитив. Хейка, мы с вами на канале Neo People, стандартно-нестандартные люди, их просто непростые истории. С нами сегодня мой первый гость, это Алена Левицкая. Это человек, который удивляет и вдохновляет меня очень много лет, который первая поверила в мои crazy идеи, доверила мне своих детей, и которая является таким проводником многих людей, не только с нашей страны и не только с моего города. Я думаю, что вы сами все узнаете и услышите от нее. Я Светлана Берди, а это Алена Левицкая. Привет. Привет. Приветствую всех, божественные души. Вы откуда, да? Я из Николаева. Да. Чего вы строго угрожаете? Такие, конечно, шутки есть. И спрашивают, как вам удается быть на позитиве, с улыбкой. В чем у вас секрет, да? Я из Николаева. Вот такие шутки примерно мы и рассказываем о себе. Но о себе можно рассказывать бесконечно много, что я и мама в Кубе, я познаю каббалу, я практикую кундалини-йогу, ведический астролог и много-много всего, да. Но, как я говорю, я не эксперт, а практик. Все мы с вами эксперты, каждый в своем, да. И жизнь из нас, мир из нас делает героев. Вот. И, конечно, эксперт мы в том, что прожили, что на себе, как говорится, прочувствовали, в этом мы эксперты. Но немаловажно, времена поменялись, и немаловажно быть практиком, человеком, который делает действия к трансформации и на духовном своем пути практикует каждый день, и за это надо себя благодарить. И не стоит недооценивать свои маленькие шаги, потому что из маленьких шагов все строится. Вот. И как важно все-таки идти духовным путем, но в то же время не отбрасывать материальный мир, а находить эту баланс и гармонию между духовным и материальным. Поэтому неважны все эти регалии, религии, да, в данном моменте, что ты изучал, что ты познавал. Важно в том, что я есть, ты есть, и каждый у себя есть. И помните, что таких, как вы, не было, нет и не будет. И мы очень уникальный узор в этом творении. Вот я так скажу. Отлично, это прекрасно. Мы уникальны, да. Мы диаманты, которые нужно шлифовать. И мы сами себя шлифуем в течение жизни. И если мы этого не делаем, тогда жизнь делает это за нас. И все равно возвращаемся к тому, что нужно развиваться и двигаться в направлении развития, обучения. И мой вопрос к тебе: чего не хватает этому миру? Этому миру все хватает, это нам не хватает, нашему эго, да, потому что эго возвышает нас, тем самым понижая, да, других людей. А надо возвышаться в своем духовном развитии, идти духовным путем, потому что, как говорится, не ждать от Вселенной, когда вас к этому заставят, да, самим становиться на этот путь, самим познавать, самим пробовать и развиваться, чтобы потом, как говорится, щекой об камешки не провели, да, не поставили в такие обстоятельства. А мы приходим к духовности в основном не из любви, да, и такого безусловной любви, а когда нас какие-то рамки ставят. И вы, наверное, замечали, что к духовности в основном приходят там, да, пожилые люди, там, уже которые очень большой багаж и опыт за плечами, да. А почему они к этому приходят? Не задумывались? Потому что они анализируют свою жизнь, да, и, как говорится, уже есть на что обратить внимание, и они смотрят, что как можно было по-другому,
что можно было выбирать себя, когда нужно было выбирать себя, слушать себя и благодарить те ситуации, которые были, и может реагировать по-другому. Вот мы приходим большинство к духовности, когда нас к этому подводят. Так давайте не ждать, а самим идти на свет, самим узнавать, познавать, благодарить, и тогда реальность поменяется, тогда мы творцы своей реальности, мы можем сами выбрать ту ветку реальности, куда мы хотим перепрыгнуть, вскочить, как бы пройти. Расскажи про путешествия и про поиски себя. Есть ли такое у тебя, что в этих путешествиях ты можешь найти какую-то часть смысла или, допустим, подсоединиться, найти какого-то человека, какую-то там вещь и так далее, которые, когда ты едешь куда-то, ты расширяешь свое сознание, и при этом ты, ну, как бы открываешься больше миру. Есть ли это так? Так как ты очень много путешествуешь и очень много в поисках вот разных смыслов и так далее. Безусловно, безусловно, путешествие — это одно из самых таких важных вложений в саму себя. Потому что раньше путешествуя, я, может, до конца и не осознавала тот вклад, который в меня все-таки входит, да, и мы, вообще до 40 лет у нас такое познание, да, 30, у всех по-разному, 30-35, такого поиски себя, познания себя, но это, опять же таки, если ты открыт, и ты готов ко всему новому, да, и ты всему говоришь «да», и ты принимаешь это, потому что это как обучение. Ты можешь пойти в обучение или поехать, да, в какую-то новую страну, но ты всегда находишь какие-то недолики, какие-то недостатки, да. Что-то такое, что-то всегда не так, что-то всегда не то, и погода какая-то не такая, да, и отель, обслуживание, люди, что там да, еще да, придумать. И люди не такие, и все. Но, как я говорю, если ты открыт, да, и готов принимать все, то к тебе придет информация. Это как вот мы тоже на обучениях и тренингах, да, если ты открытый и готов к информации, тебе она придет. А если ты сразу пришел с каким-то недоверием, с какими-то сомнениями, с каким-то таким, сейчас я вас научу, как жить, да, а не вы меня, то, конечно, тебе ничего ты не узнаешь, не познаешь. Но и я также путешествовала, познавала, и с детьми путешествовали много. И когда мы, конечно, возвращались в свой, да, дом родной Николаев, ты думал, сейчас я все буду по-другому вести себя, жить. И когда там наши дети называли нас по имени, да, не мама, папа, а по имени, да, и, конечно же, в нашем городе удивлялись, как так, это неуважение, они не говорят вам по имени-отчеству, да, но я в этом не видела никаких как бы таких плохих моментов, но все равно, как не хочешь, социум у нас влияет. Как бы мы открыты и думали, сейчас мы будем все с сегодняшнего дня по-другому, все равно тот, куда ты возвращается, тот социум тебя как болотце затягивает, и очень тяжело, пески. Да, как назад. Пески, сопротивляться этому очень тяжело. И во многих местах очень крутых, в которых я была, я до конца даже не вникала, не понимала, какие они, глубокие. И по прошествию времени, и даже оно забывалось, знаешь, когда ты вот, в чем еще такая, да, вот неосознанность проявляется, что когда ты познаешь много, но до конца не углубляешься, то оно пролетает мимо тебя. Ты даже забываешь, что ты там был, что ты там видел, ты не прочувствовал это. Все-таки как какие-то испытания, какие-то трансформации, когда ты прочувствовал на чувственно-эмоциональном плане, тогда оно в тебе как бы закарбовывается, оно в тебе врезается, да, в твою душу, в твое сердце, и ты такой их из копилочки своих воспоминаний, сундучка достаешь, как бы, да, и опять как одежку одеваешь, и это все тебя прочувствуешь, у тебя энергия аж поднимается. И это я тоже как бы не сразу эти все моменты поняла. Вот, но все, опять же таки, это все с таким опытом, с познанием себя, с углублением себя, с путешествиями, со встречей с новыми людьми, потому что, случайности не случайны. И все, что происходит во благо нам, для нас. Вот, просто нужно это замечать.
эти моменты слушать. Таким образом с нами, буду говорить уже знакомыми словами, Бог, Вселенная, да, на самом деле наши ангелы, архангелы, там очень много, большая структура кураторов, да, которые на более, может, низшем, казалось бы, уровне, но не низшем, а ближе к нам, слышат нас и быстрее нам дадут, быстрее реагируют, да, на эти моменты, потому что кроме того, что Вселенная, да, переход Земли произошел, законы поменялись, да, но также и структура поменялась. И пример, допустим, вам, когда у вас в доме сломался кран, вы же не звоните президенту, придите, почините мне, пожалуйста, да, там, крышу там, или кран. Вы идете в службы, вы идете к сантехнику, да, там, столяру, и говорите ему задачу, и он выполняет ее, и она быстро решается. Точно так же, когда вы мольбы свои, просьбы обращаете, то надо тоже правильно формулировать, да, не просите «я хочу себе мужчину или женщину или денег», а запрашивать «дай мне возможность, покажи мне как, направь меня», или «что я должен, как сделать, каким я должен быть, чтобы это было у меня». То есть правильно формулировать, а не просто «дайте мне это». То есть, да, каким я должен стать, чтобы это ко мне пришло. И просите ближних, да, ближних святых, так сказать, которые ближе, быстрее вас услышат и вас направят к этому. Во всех религиях есть святые, которые разные за свое отвечают, да, вот у них тоже по структурам. Кто-то для женщин, да, чтобы там детки родились, кто-то излечение больных, да, кто-то для там Святой Николай, для путешественников, для моряков, да, то есть у каждого из них есть свое направление, поэтому перестаньте просить Бога и Вселенную. Они и так уже там с ума сходят от наших просьб, глупых просьб, потому что, я же говорю еще раз, они изобильны, но не абсурдны. Формулируйте правильно свои намерения, свои запросы, да, что вы тоже должны какие-то действия делать, а не просто просить и лежать на печи, когда мне оно свалится. Вот. А быть более разумными, даже не умными, а разумными и мудрыми. Только так. Еще вопрос, то, что мы за кадром с тобой обсуждали по поводу подписания контрактов. Хочу, чтобы ты тоже это рассказала. Для меня это открытие в плане того, этих расчетов, да, про которые ты рассказала. А с другой стороны, это подтверждение того, что я уже знала, что я пришла сюда, подписала контракт в определенную страну, город, семью. В семье я тоже выполняю определенные родовые штуки, цикл, который я думаю, что я вот буквально пару дней назад я закончила этот цикл, и для меня новость была то, что это можно рассчитать, и это вообще опять-таки сводится к циферки, которые отражены очень, да, вот так же самое, как и структура и правила, то, что мы с тобой говорили, да. Я не любила структуру, не любила правила, документы, и сейчас я в этом. Потому что без этого, опять-таки, должен быть поток и так далее. Это вот как соединение земного и духовного, да. Но есть структура, на которую можно опереться. Так же самое есть циферки, которые тебе дают подсказки, дают как вот какой-то свет или ту же карту, по которой можно идти дальше и двигаться. Это тоже для меня была когда-то новость. И сейчас ты опять говоришь про циферки, да. которые можно рассчитать и понять, что ты сюда прилетела и подписала такой-то контракт. Да. Ну, понимаешь, мы же люди, да, земные, и нам надо вот именно логически все заверено, подтверждено, поставлена печать, да, одобрено. Но я думаю, вы все знаете, что у нас есть 7 тел, да, в кундалини-йоге вообще 10 тел. Астральное, казуальное, ментальное, вот все у нас, ну, как бы эти тела. Физическое, конечно, просто мы можем потрогать, да, ощутить, и мы его видим. А эти тела мы не видим, да, это аура, может, называется, более кому знакомо. И мы думаем, что, ну, их не существует, да, все они есть. И они на нас тоже, как бы, да, влияют на наше состояние эмоциональное, на наши реакции. И когда эти тела пробиты, да, и как-то
уже не так нас защищают, да, и мы их не подпитываем, да, этот каркас как бы не подпитываем, то нам как бы понять, что надо что-то делать? У нас начинает физическое наше тело реагировать, да, а как мы можем понять, ну, да, когда у нас что-то начинает болеть, когда мы начинаем как-то себя не так чувствовать, да, ломота, это все уже настолько пробиты все остальные эти тела, да, наша аура, что нам уже физика, то, что мы можем ощутить, да, чтобы до нас дошло, оно начинает нам сигнализировать. Раз ты так не слышишь, получи так. И, конечно, все не просто так, цифры играют очень большую роль, и это во всех верах, да, это есть и в Кабале, это и в Кундалини, это и в ведических писаниях, и это в кармическом менеджменте, кармологии, да, есть такая наука, нумерология, кармология, астрология, везде, что ни возьми, везде цифры играют очень важную роль. Просто когда я углубилась в кармологию, в ведическую астрологию, цифры, число рождения, месяц и год, это как инструкция к человеку. При рождении дается. То есть и там мы можем по его дате, в кармологии это без времени даже рождения, в астрологии, да, допустим, там надо точное время, потому что оно показывает планеты. В ведической астрологии можно и со временем, без времени рассчитать, с какой задачей человек пришел, какие у него энергии, в плюсе и в минусе. А как ты будешь их проживать, это выбор за тобой. Тебе показывают. Это как чаша на весах, да? Вот такое есть и такое. И как ты будешь себя вести, как ты будешь реагировать на разные ситуации, события, об этом никто не знает, да? Тебе могут только показать вот твое, вот, а ты уже выбираешь, что тебе это. И конечно же, мы познаем разный опыт, да, мы и в минус уходим, и в плюс. Но когда у тебя есть твои кармические задачи, твои кармические уроки, да, которые ты должен пройти, усвоить, чтобы на одну ступенечку стать выше, да, а там этих ступенек очень много, вот. И так же, как ты говоришь, родовое, это ты только один пласт проработала и завершен, а там знаешь, сколько этих пластов, их очень много. И вот это помогает. Ведическое еще показывает потом, как что есть еще мы как живое существо, а есть неживые. Это номер машины, номер телефона, номер дома, номер карточки. Все это тоже влияет. И все это тоже просчитывается. И ты понимаешь, как это проигрывается в твоей жизни. Просто оно просчитывается по-другому, потому что это не живые, да, неодушевленные предметы. Поэтому они тоже просчитываются просто по-другому, и они тоже влияют на вас. Мы как живые существа, у нас этот просчет идет чуть в другом направлении, но тоже мы это можем все увидеть, свои задачи. И когда душа приходит, она подписывает контракт души, так называемый, по которому она приходит в это тело, в эту семью, да, и что она должна принести, чтобы человек понял, да, осознал, да, вынес урок, проработал, как бы, и вышел на другой уровень своего развития, своей трансформации. Как ты думаешь, есть ли, когда вот проходит человек вот эти все уроки, да, есть ли такое, что человек отсюда больше не перерождается на этой планете, а, допустим, возвращается в свою семью, ну, вот там, где-то там, ну, или где-то там. Ну, ты к тому, что выходит из сансары. Сансары, да, этого круга. Есть ли такая вероятность, или есть ли это вообще? Если вот какая-то, да, там старая душа прожила очень много всего и пришла, и тут завершила полностью все, и переходит, и не возвращается на планету Земля. Ну, я, допустим, старая душа, которая уже была не один раз, да, в воплощениях, поэтому, конечно, и по дате, и по всему, когда мне говорили очень многие вещи, я говорила, да нет, вы что, это как бы, но я находилась еще на том уровне развития, да, и вспоминая сейчас, что мне говорили, я говорю, да нет, где я и где вообще вот это вот, да, все, что вы мне рассказываете, такое все возвышенное, великое, все ты знаешь, у тебя все это, просто надо вот эти все листочки с капустой поснимать, да, и тогда ты свой алмаз души, да, увидишь. Вот, поэтому есть и молодые души, и уже такие старые, да, как бы опытные души, которые не одно воплощение, и выходят из колеса сансары на самом деле. Конечно, бытует мнение, что сейчас у нас эпоха Водолея и Кали-юга, и не те времена, да, не
не совсем так легко выходить, я скажу так. Конечно, вера есть в то, что вера, если человек еще идет этим путем, да, и делает очень многие действия, как мои учителя, которые в это верят и идут этим путем, и очень такие сильные для этого делают в этом направлении шаги, и они верят, что они выйдут из этого колеса сансары, не хотят больше перерождаться, потому что это, конечно, не самое лучшее вообще место в космосе, да, планета Земля. Вот. Есть как бы получше, да, есть низшие миры, есть высшие миры, но это такое более углубленное, да, вот. И мы такие, мы между высшими и низшими, мы такой, Земля такой, серединка, да, вот. И, но есть к чему стремиться. Вера выше знания. Как в Кабале говорят, вера выше знания. Поэтому верьте, но и, конечно, надо действия к этому прикладывать. Потому что вера одной, знаете, как это, вера и просто медитации, чтобы словить вечный дзен, да, ну и что, да, и что дальше? Мы же все равно должны... Мы приходим в этот мир для радости, удовольствия, наслаждаться, да, познавать, набираться опыта и привносить какой-то вклад, да, в этот мир. Просто уйти в сплошную медитацию, ну идешь ты, а дальше что? Все хотят эти оковы снять, ну а дальше что? Как бы, да? Никто не задается вопросом. Все идут, но какую цель к этому, да, они хотят достигнуть, никто не думает об этом. Вот. Скажи мне еще несколько учителей, которые на тебя повлияли, ну вот какие-то, да, которые вот там я сегодня слышала несколько, которые так на тебя повлияли и чем? Ой, мне вообще с этим повезло. Мне с людьми, которые на моем пути встречались, да, не случайно, а как бы, да, так все было положено этому вообще и учителя, и женщины, которые на моем пути были и есть, встречаются, это вообще уникальные все. Когда они говорили солнце, да, мне, вот я такая думаю, в тебе солнце, думаю, вообще таких я замечательных людей, да, великих там, актрисы, юмористы, спортсмены, бизнесменши, ну вообще, ну. А я такая обычная, простая, что такое во мне, что... И вот потом, когда, знаешь, вот как бы изнутри себя, да, развивая в себе, вот углубляя себя, познавая себя, и мы просто как бы очень привыкли обесценивать, да, то, что у нас есть. Мы не видим, люди извне видят у нас больше талантов, потенциала, да, восхищения. Люди с другого уровня, нет? Ну, те, которые у них, они шире видят и с другого уровня развития, тогда они видят шире и видят это намного шире, глубже, а те, которые ниже, они, соответственно, вообще даже и близко. Возможно, понимаешь, во мне это было, но я, находясь на своем, этого еще в себе не взрастила так, понимаешь, и поэтому, как бы, когда я это, что я излучаю, то я и получаю. И раз ко мне такие люди приходят, это значит я, да, своими мыслями, поступками, словами, действиями их к себе притянула, да, они мое зеркало, то значит во мне это есть, раз они ко мне пришли, понимаешь? И вот как бы, и когда я поняла эту взаимосвязь, я поняла, что да, вот как бы и во мне это есть. И я начала это в себе благодарить себя, знаешь, делайте практику себя, благодарите себя, свою маленькую девочку, маленького мальчика, да, да, все мы с детства, да, все мы, какие-то есть у нас травмы, да, недолюбленность, недооцененность, да, но, знаете, все как бы в меру хорошо. Недолюбить плохо и перелюбить тоже плохо. Поэтому дело уже как бы того не вернуть времени. Вот. Но мы можем сейчас, что мы можем сейчас, да, вот здесь сейчас сделать, это обнять себя и сказать за какие-то свои действия, да, свои достижения, обнять себя, поблагодарить и сказать, я у тебя есть, я тобой горжусь, я тебя хвалю, ты самая-самая, я у тебя есть, мы вместе все сможем, все, станьте себе тем человеком, той опорой, которая вас как бы похвалит, поддержит, ну, этим стержнем, потому что говорят, да, вот о том, что нужна быть внутренняя опора, внутренний стержень, но не объясняют это, а это вот все-таки все идет из глубин детства, потому что тогда закладывается, ты как никто знаешь, как в детях закладывается этот фундамент, да, до 5 лет, да, до 7 лет ребенок находится под аурой мамы, да, и все, что мама эмоционально, чувственно переживает, передается ребенку, и все болезни, которые ребенок до 7 лет
болеет, это все от мамы. А с 7 до 14 он уже подключается папин эгрегор. Вот. С 14 до 20-22 лет это уже социум, социальный эгрегор, потому что у него уже идут там его опыт взаимодействия с другими детьми, да, у него формируется его характер, да, его, как он может противодействовать, как он может выставлять границы свои, понимаешь, и все. А дальше у него уже идет его карма подключается после 20, да, у него его личная карма, которая у него есть, подключается, и он уже, согласно ей, уже там какие-то события, да, у него приходят, ну, делать. Поэтому очень важно, вот почему важно работать над собой родителям, не воспитывать детей, да, работать над собой, воспитывать себя, и тогда все у вас будет с воспитанием детей хорошо. Вернемся к именам. Да. Назови несколько имен. Ну, несколько, которые... Так, сейчас, которые я помню, потому что, конечно, путь мой был и у многих учителей, всех сейчас так не вспомнишь, потому что были и ранние такие мои. Это было очень много книг. Некрасов «Материнская любовь», рекомендую. Книга про я помню, я ее читала, это же от тебя. Да, книга про 5 чувств, да, которые у нас есть, что у нас всех есть мы 5 чувств, но сейчас уже даже 7 есть, да, эмоциональных чувств. И то, как у каждого он проигрывается по-разному, даже в разные периоды, тебе скажу, что они могут, да, эти периодами меняться, как вот тоже в кармологии, да, мы проходим разные периоды, у человека есть циклы, там с 20 до 40 у него одна задача, там с 40 до 60 другая задача, у него тоже задача, как и планеты проходят 9-летние циклы, да, и вот так у человека по годам тоже он проходит циклы, которые он должен сделать, но это не значит, что если он эти циклы прошел и он эту задачу не выполнил, она исчезла, нет, у него просто невыполненная задача дополняется к той, которую ему еще надо сделать. Понимаешь? То есть это как такой снежный ком. Вот. И были много практик и по методу Сильва, да, и много книг было, много тренингов. Вот. Из последних это вот мои учителя, которые кундалини-йоги, с которой я познакомилась в Николаеве. Это Таня Руденко, это вот, которая из Винницы к нам приезжала и проводила с нами тоже тренинги, учитель Ирина, вот, забыла. Это Каббала, это Михаил Лайтман, это кармология Марина Хмеловская и Алексей Просекин, которые вот очень тоже. Это сейчас я учусь в институте Грин Карма, там где Григорий Григорьев, это очищение сознания, как работать со своей энергией, да, и как помогать очищать, да, вот это сознание и энергии другого человека вот, с помощью сонастроек. Это все ретриты, которые я посещала, я не знаю, даже там Санта Димополис, это все фитнес-какие-то туры, потому что это все равно ты знакомишься с человеком, ты знакомишься с новыми людьми, ты узнаешь себя в новом, да, как ты себя будешь вести, ты с другими людьми знакомишься. Кто-то, конечно, приходит на время, уходит, кто-то остается в твоем поле, но все по-разному, да, и если это разные регрессы, которые были, да, и если даже взять глубже, как ты говоришь, что мы родовые, да, проходим, то иногда человека, погружая в регресс, и он видит, что его семья в других воплощениях, они были же также с ним, только в других ролях. Да. То есть ты могла быть не дочерью, а ты могла быть мамой своей мамы там, или там, сестрой, да. То есть как бы все равно, почему говорят, что мы все едины, и мы все одна семья, да, большая, и мы должны быть вместе. Главная цель единения, да. И человечество всегда от этого как-то боролось, да, и вот, ну, и в то же время и ставили цели, и боролись с этим единением, потому что мы все вот одни. Мы просто меняемся чуть-чуть ролями, а так мы даже со своей семьей во всех воплощениях всегда остаемся вместе. Да, как колесо сансары. По поводу каббалы. Я когда ковид начался, я каббалу и Лайтмана нашла в Ютубе и так подсела, очень хорошо подсела. Потом я вижу, что у тебя она есть. То есть, знаешь, иногда так вот что-то находишь, потом раз ты видишь где-то тоже так оно сверкает, значит, окей, значит, надо идти туда еще глубже. И
Я так поняла, ты прошла какой-то тоже курс там, потому что, ну, как бы я смотрела, я читала, да, но я не проходила ничего, кроме того, что я следила за ним очень четко во время ковида. Это был такой, как бы очень, он много там говорил, ну и читал, соответственно, про эту науку, да, и как бы и историю ее, вот. А ты прошла курс какой-то? Да, я прошла обучение, там несколько этапов обучения, и это очень глубоко, это очень глубокие учения, и вот я это тоже, вот, когда в таком было, знаешь, в раздвоенности, расстроенности, да, такой вот эмоциональной всего, и она, конечно, очень глубокая, и я погрузилась в нее, она мне где-то вот на плаву, так вот держала меня на плаву, чтобы как-то эмоционально вспышками себя удерживать, но я теперь понимаю, почему эта наука была очень долго закрыта, и не всем это дано было, потому что без проводника, без учителя, который тебя ведет, ее самому очень тяжело расшифровать. Понимаешь, это как тибетские тексты, да, кроме того, что язык переводят, еще суть переводят. Как Библию ты читаешь, ты тоже не все можешь до конца, что имелось в виду, понять. То есть, и мы еще, когда на таком уровне сознания, очень тяжело это воспринимается, и ты не понимаешь иногда. И на самом деле там очень много зашифровано глубоких смыслов. Это как ведические писания читать, их тоже все об одном, да, вот казалось бы, но просто для разных людей, да, вот культура так поделилась, чтобы до них доносить, потому что у всех разные привычки, и все сформировались разные обычаи, да, там, допустим, разное там воспитание как-то делилось от того, где человек жил, в каких регионах, вот, но то, что она давалась мужчинам только, и мужчинам после 40 лет, я теперь понимаю. Хотя сейчас для женщин тоже очень много женщин, и открыто это изучение, но очень глубоко, очень интересно. И я прям сильно была в это погружена. Сейчас, может, не так сильно, потому что все-таки я поняла, что очень глубоко. Не всегда надо углубляться. Понимаешь? Иногда ответы на поверхности. Просто нам так легче убежать, как говорится. Мы думаем, лучше мы пойдем поглубже, чтобы нас там как бы не трогали. И знаешь, как рыбы, когда... И прикрыли, может, да. от чего-то, да? Закрыли от какие-то свои такие безопасности, какие-то потребности. Да, как рыба, знаешь, зимой она опускается ниже, чтобы там себе сидеть. Так вот и ты думаешь, я вот углублюсь, вот чтобы там, и не буду это себя, да, а надо вот все на самом деле на поверхности, и все просто надо слышать, да, и слушать то, что вот как бы тебе приходит, уметь это все расшифровывать и, конечно, и принимать с благодарностью. Потому что Света, мир для тебя, все для нас. Нам только надо это делать, пользоваться этим. В интересные времена мы с вами живем, и эти времена нас учат многому. И я думаю, что показателями есть как бы жизни людей и даже внешность. Допустим, то, как ты меняешься, я вижу, как ты меняешься на глазах, каждую секунду меняешься. И интересно тоже об этом поговорить. Но сначала про времена. Что ты скажешь про времена? Ой, в интересные, да. Ну, тут, знаешь, как многие об этом говорят, что 2024 это год кармический, да, год кармы. То, что ты там, какой поступок совершил, какую мысль подумал, тебе раз, тут уже прилетело. Да, 2025 будет еще мощнее, там уже кто не то, что не лег в направлении, да, а даже шаг уже надо было сделать еще вчера, то тех попросят на выход. Потому что мы приходим сюда, да, как живые существа на планету Земля для опыта, для познания опыта, для приобретения опыта. И все-таки вся жизнь игра, да, и мир для тебя, это на самом деле так и есть. Просто мы слушаем, но не слышим истины, да, мы смотрим, но не видим подсказок, да, там, подсказок, как с нами может разговаривать Вселенная, Бог, это в виде других людей, которые к нам приходят. И они не только наши отражения, как зеркала, они наши уроки, они наши проводники. И тут надо задавать правильные вопросы, не для чего, почему так, а что мне надо понять, да?
Какой мне нужно урок вынести из этого? Что мне показывает Что этот мне человек? показывает, да, этот человек? Может быть, мне надо внутрь себя посмотреть и ответить, а честен ли я, а не поступаю ли я так же, понимаешь? Как бы, то есть все же отсюда идет закон бесконечности, да, что посеешь, что пожнешь, и и мы все созданы по подобию Бога, не сотвори себе кумира, да, потому что кумир, творец, и сейчас абьюзаны эти слова, карма, творец, все такое, это на самом деле это ты сам, и сила в нас, и все мы знаем, тоже все у нас все знания, просто нужно их все давно придумано, просто нужно делать действия, да, и слушать себя. А мы как капуста, которая много-много листьев накрыта, и, конечно, так как мы живем в социуме, и программки там семьи, рода, страны, социальные наши, мы все учились в садике, в школе, то есть у нас все это наложилось, а нужно еще уметь растождествляться с чужим, ложным, не моим, со своим эгом, да, который нас только подталкивает к страданиям. И, конечно, времена поменялись, законы поменялись, и мы, это ошибочно, что мы контролируем все. Ничего мы не контролируем. Ничего, мы только можем контролировать сами себя. На другое мы не можем повлиять. И работать тоже нужно только над собой, и в первую очередь над собой. Это самая тяжелая работа над собой. И не хотят, потому что страхи. А страх — это иллюзия. И почему, говорят, за страхами кроется большой ресурс? Потому что ты даже сам не можешь понимать, сколько в тебе силы, сколько в тебе мудрости. Потому что мы уже с этим родились. Просто нужно вспомнить. Распаковаться, да. Я это называю распаковаться. Еще хотела тебя вернуть про то, что подмена понятий, то, что ты за кадром говорила вначале мне, про то подмена понятий, с которыми мы выросли на нефти, ну, в Советском Союзе, да, и так далее. Когда мы росли, нас, например, гнобили за то, что мы любим себя, где-то за то, что... Эгоисты, да? Эгоисты, за то, что, не знаю, там делаем что-то для себя, и в итоге, да, пришли мы к тому, что все равно нужно возвращаться к себе. К истокам. И любить себя, но не в плане нарциссической любови, да, а в той, которой экологично ты понимаешь, чего ты хочешь, и что тебе действительно нужно тебе, не родителям, не там кому-то еще со стороны, не обществу, а тебе. Ну, видишь, мы жили по определенным, все равно есть алгоритмы, правила, законы. Как бы мы этого, да, не отнекивались, я свободен. Свобода, конечно, каждый воспринимает по-своему, через свою призму, да, вот, через свою призму, которую он смотрит на мир. И поменялись эти все, уже старые не работают, старое отжило. Это как вот раньше, поступай с людьми так, как ты бы хотел, чтобы они поступали с тобой. Поступай, но а мысль, которая у тебя плохая о человеке, да, даже если ты поступаешь хорошо, но то, что ты о нем думаешь, да, и то, что ты, может быть, о нем говоришь за его глаза, это намного хуже, чем те действия, которые ты делаешь, понимаешь? Карма, в чем, так тоже об этом много говорится, карма — это результат твоих действий, мыслей, слов, действий, которые были совершены ранее, это результат, понимаешь? И, конечно, если ты не можешь искренне порадоваться, да, человека, или быть щедрым, щедрость — причина богатства, но щедрость мы привыкли выражать только в финансах. Деньги, 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 да, это немаловажно. И раньше было десятину от заработанного ты отдавал на благотворительность, ты отдавал своим учителям, да, и это правильно, ты помогал нуждающимся, да, но опять же таки не из позиции жертвы, а из позиции, что у тебя есть, это у тебя закрыты твои базовые, да, потребности, и ты можешь помочь. От благих, от желания помочь, вот, без принуждения. А у нас было наоборот, у нас было с принуждением, и у нас то, что ты там думаешь, говоришь, это типа никто не видит, я в домике, чик-чирик, поступками, но насколько они искренние. Если ты можешь искренне порадоваться за человека, ты видишь, как он развивается, растет, значит, это уже ты видишь, как у тебя уже будет, понимаешь? То есть вот это искренность. И, конечно, незнание правил, законов или
допустим, непринятие их не освобождает от ответственности, как законы во всех странах, да, то есть как бы мы, все, я этого не знаю, я не буду слушать этого, все равно оно влияет на тебя. Мы живем в социуме, и мы, как говорится, опыляемся друг об друга, и это неизбежно. И, конечно, если ты, знание — это сила, а слепота в этом плане, да, это невежество, которое тебя ведет только к страданиям. Но да, если ты очнешься, то мудрость приходит через страдания, исцеление приходит, трансформация приходит через преодоление этих страданий. И тогда, конечно, ты начинаешь уже понимать всю суть, потому что как ты можешь понять свой урок, не прожив его на себе, да? Тебя должно чему-то научить. А оно учит, когда ты это все перепрожил эмоционально, когда-то физически, возможно, ментально, то есть на всех своих телах. И нас учили, подменяли эти понятия. Любить себя — это не значит отказаться от всех и только свое, да, вот я такой, я, это наоборот ложное эго такое, вот я. И от этого эго взросшенного еще больше у тебя страданий, потому что у тебя по всем фронтам отторжение идет. А любовь к себе, к принятию себя и понимание, что я сам выбрал это тело, да, принятие себя, я сам выбрал ту семью, в которой я родился, и задать вопрос, какие уроки мне должны наши первые учителя, наши родители, какие уроки они должны мне подсветить, показать, что я должен делать, не делать, проработать, куда смотреть. Конечно же, и дети тоже наши учителя, потому что они тоже приходят, выбирают нас, чтобы тоже на каком-то этапе проработать свои, да, и показать нам что-то. Вот, поэтому понятие сравнения, но не сопоставления, да, как спортсмены сравнивают достижения свои. Они сравнивают себя, но они сравнивают и с другими спортсменами, но они не сопоставляют себя, что вот тот такой, а я такой. Да, они просто видят, куда им нужно расти, к чему стремиться, да. Но и важно, конечно, не путать понятия и быть честным с собой, не предавать себя, да, как тоже сейчас такой очень продвигаемый момент, но в каком плане? Просто, понимаешь, людям надо объяснять. Вот это тоже меня интересует, то, что сейчас это все очень громко везде проговаривается и раскручивается на том, но так как я это чувствую, на том уровне, который неприятный. Допустим, это про вот те же красивые слова, да, но чувствуется, допустим, я умею чувствовать. И я то, что чувствую, вот то, что ты говоришь, заложено, то, что там заложено под этим, мне неприятно. А вот когда я чувствую и слышу, и оно у меня откликается, да, внутри, тогда это, соответственно, у меня внутри правда. Вот я за этим иду. Ну вот смотри, давай по порядку. Не путать понятия. Не путать понятия служить и прислуживать, да? Угу. Служить мы служим своей семье, да, своему избраннику, которого мы выбрали. Угу. И очень глупо, когда женщина, да, на свою вторую половину начинает ой, он такой, он сякой. То есть это о чем говорит? Это о ней говорит. Ты сама такого выбрала, ты сама такого мужчину, женщину, там, да, партнера в свою жизнь притянула. То есть понимаешь как? И не сравнивать, а не сопоставлять. Сравнивать себя с собой, сравнивать себя с тем, кто для тебя является мудрее, да, кто для тебя в каком-то сфере является авторитетом, да. А сопоставлять — это значит ставить себя выше других, возвышать. А это вот уже про эго. Угу. То же самое любовь и страсть, желание обладать этим. Понимаешь, любовь, она, безусловно, любовь. Ты любишь человека, даже принимаешь, допустим, если он скажет, я тебя люблю, но нам не по пути, допустим, или отпускаешь его с любовью, да, или расходитесь, красиво, и это тоже не все могут расходиться. То есть на каком-то этапе он был тебе дан, чтобы ты что-то поняла для себя, чтобы ты взросла вместе с ним. Вот. А у нас тоже это все путается. Сострадание с жалостью тоже путается. Радость с игрой в позитив. Подожди, пример, приведи пример сострадания, жалостью. Сострадание — это когда это вот о том же, что ты помогаешь из позиции «я могу», понимаешь, у меня есть ресурс, а не тогда, когда я сам больной, хромой, да, и я помогаю, понимаешь? То есть тут как бы о чем? Вылечи себя, как ты можешь помочь другому, если ты себе не можешь помочь.
Это вот тоже мне это и пришло. Я тоже проживаю это все, такие этапы, потому что процесс очень давний, и я много в разные пробовала, и ретриты, и практики, разные, и не всегда... К этому надо вернуться. Да, к этому мы еще вернемся. Вот. Радость, искренняя радость за человека, понимаешь, путают с игрой в позитив. Я бодипозитив такой весь, понимаешь, или с такими масками. Вот сегодня я там, понимаешь, вот как бы вот это подменяется. Беспристрастность с мишурой заблуждений, понимаешь, такое. Все, у меня нет, мне законы не писаны. Да, везде есть свои алгоритмы. В Инстаграме есть алгоритмы, в Ютубе есть алгоритмы. Есть законы Вселенной, 10 заповедей. Это есть и в исламе, и в христианстве, и в буддизме. Везде есть свод правил. И от того, что мы не принимаем их, оно нас влияет все равно. Незнание не освобождает от ответственности. Это то, что я зафиксировано у меня не только после института юридической академии, да, вот кроме диплома, и еще это у меня есть. Поэтому времена поменялись, и выживут, да, и как бы пойдут дальше только те, которые гибкие. Вот как трава, как бамбук, допустим, понимаешь? Какой бы ветер ни дул, снег не шел или ливень, он все равно поднимается, потому что он гибкий. И вот нам надо быть гибкими. И те, кто будут гибкие, кто будет в принятии и в благодарности. А благодарность почему? В понимании, что это все для тебя, для твоего роста, трансформации, осознания каких-то моментов, понимания себя и понимания, что надо не извне идти, а вовнутрь идти. Понимаешь? И это все для тебя. Как говорят, вот то, что случилось, да, с нашей страной в 2022 году. Почему так? Для чего? Так, помогите. Да, мы все были в шоке, потому что мы до конца не видели. Но это тоже взрастило нашу осознанность, понимаешь? А если проанализировать масштаб людей, у кого-то первый раз побывали в местах, которые они даже и представить себе не могли, понимаешь? У кого-то так жизнь кардинально поменялась. Ну, просто понимать то, что если вы чего-то очень хотите, или вы мечтаете о чем-то, как вы хотите, чтобы это было, но этого еще нет, это значит, вы еще не являетесь тем человеком, который готов это получить. Потому что, получив это, вы можете не оценить или не взять с него тот ресурс, который был заложен в нем, понимаешь? И поэтому это нас шлифует как алмаз, шлифует все его грани. Про это очень классно один из моих учителей, Геша Мэклроуч, рассказывает закон, да, пустоты. Ну вот ручка, да? Ручка. Есть ручка? Есть, но не с собой. Представим, у нас вот шариковая ручка, да? Комната. Вот сижу я. В комнату заползает маленький ребенок. Для него что это ручка? Это игрушка. Он может ее погрызть, покрутить, да, и все. Если забежит собака, для нее это палочка, да, и она будет и там, может, лапой, и там погрызет, и все, побежит. Зайду я держу ее в руках, я знаю, что для меня это ручка. И я могу что? Могу писать, могу как указкой, да, вести. То есть, все, ручка, у меня есть понимание. Кто прав? Все правы. Понимаешь? Каждый прав, не прав, каждый видит в силу своего, на той ступени осознанности, роста, на котором он находится. Все правы. Для каждого она в данный момент времени имеет свою, суть, свое значение. Поэтому главная валюта будет, это энергия. Главный ориентир будет, это вот про то, что ты говорила, отклик сердца. Главное время, это вот как мы с тобой сейчас сидим, настоящее, здесь и сейчас, да? Вот. Главное состояние, это вот состояние благодарности, что вот благодарю родителей за что? За жизнь в первую очередь, мы должны их благодарить. Понятно, что каждый из нас придумает, вспомнит и своих залежей
сумасшедшее количество к родителям претензий. Сумасшедшее. Это, знаешь, как говорят, здоровых нет, есть недообследованные. Вот мы все недообследованы, да, в плане того, что у всех, как бы тебя ни взращивали, ты все равно найдешь к чему, знаешь, вот что тебе было не так. Поэтому благодарить только за то, что они дали нам жизнь. А это, извините меня, тоже путь. Потому что если углубляться в род и в силу рода, мы на 50% состоим из мамы и из папы, на четверть из бабушки и дедушки, еще пошли про бабушки, про дедушки, и так до 7-го поколения, да, и оно на нас влияет, опять же таки, да, хотим мы, не хотим, говорим чур, мы вас не знаем, да, это не освобождает от тех уроков, которые ты должен проработать, и точно так же твое здесь сейчас влияет на 7 поколений вперед. То есть то, как ты, карма, то, как ты, какие ты будешь делать действия, то взрастет, как семена, да, посаженные в почву, взрастет в твоих детях, внуках, правнуках, и так пошло до 7-го поколения. То есть то, что мы говорим, я ни на что не влияю. Слушай, поэтому тогда в исламе они все должны знать до 7-го поколения, и у них это как обязанность, что они должны до 7-го колена знать своих прабабушек и прадедушек. Я слышала, такое есть у них. А у нас такого вообще, если знают бабушку и дедушку, это уже счастье. Ну, это правильно, знать свой род, понимаешь? Да. Знать свой род, значит, почитать его. Угу. И как, смотрите мультфильмы, друзья, как в «Тайна Коко», как в мультфильме «Душа», да? Ой, это уже все показано настолько простым языком, да, и визуально, и доходчиво объясняется, что мы должны знать свои истоки. Это как дерево, да? Без корней не будет ветвей. И если эти корни ты не знаешь, а тем более ты их не подпитываешь, да? Посадил ты семечку в почву, если ты не будешь ее поливать, но не только действиями, но и добрым словом, светом, молитвой, то есть своим светом, да, изнутри, то не вырастет из нее сочное, сладкий плод, да? Вот. Он может так в земле и испортиться. Поэтому это очень важно. И мы тоже в свой вклад несем дальнейшее, потому что наши дети, внуки, правнуки будут пожинать наши действия от наших поступков. И не только поступков, но и мыслей, слов, то, что мы говорим. И как важно, вот в этом и проявляется осознанность. Раньше меня тоже надо быть осознанным. Просто все кричат, и не знают даже, что это значит. Да, и вот не объясняют суть. И многие там, конечно, все я буду делать, все, как ты сказал, да, но как сказано в Библии, что мы по подобию Бога, да, созданы, но не сотвори себе кумира. Идола, да. Не создай идола. А почему? Чтобы мы не были невеждами. Если тебя что-то интересует, ты хочешь там познать, да, выше, узнавай. Делай четкие запросы, тебе придет четкий ответ. Находи учителя, наставника. Ну, как находить, все спрашивают. Слушай свой отклик. Если ты настолько закрытый, наблюдай, пробуй. Неизвестно, в какой момент, у меня едет и в Мексике, и в Бали, и в Украине много мест. В любой стране можно найти, было бы желание, знаешь, есть сакральные места, святые места, да, которые более открыты, есть учителя, люди, их на самом деле очень много. Просто был бы ты к этому открыт. Ты когда закрыт, но закрыт в плане того, что принимать новое, твое сердце, да, как есть классный фильм с Джимом Керри, всегда говорит «да», посмотрите. Когда ты открыт новому, и ты говоришь «да, я готов», то к тебе и приходит. И тут немаловажно не только наблюдать, да, ты можешь наблюдать, но и смотреть, как учитель себя, да, если ты планируешь его взять, своего наставника, то он должен не просто говорить, как надо жить, а он должен жить, как он говорит, понимаешь, как он учит. И тогда, посмотрев, почувствовав отклик, попробовав какие-то разные практики. Практика это что? Это твои действия в каком-то направлении. А тут тоже сейчас я практикующий, я практикую. Люди думают, что, кто, что. То есть это твои действия. Там. Я, допустим, свод действий. Утром пью стакан теплой воды, да, запускаю свой организм. Практика это практика. Я делаю утром молитву благодарности.
благодарности за целый день может ты найти кучу. То, что ты уже проснулся, это благодарность, понимаешь? Потому что мы все боятся смерти. Но если мы сейчас будем думать об этом, то мы будем по-другому себя вести. Потому что ой, об этом я подумаю завтра. Это я еще успею сделать, туда еще успею сходить. А нет, не успеется, потому что все равно жизнь течет, все идет, у тебя новое приходит. Если есть у тебя желание узнавать, делай прямо здесь и сейчас. Понимаешь? Потому что завтра может не наступить. И не надо бояться смерти. Смерти, вот мы каждый раз умираем, засыпая ночью. И каждый раз просыпаемся, воскрешаем утром. И вот за это благодарить, за день, за солнце, за мелочи, за то, что у нас есть, допустим, кран, теплая вода с крана, кровать мы спим, а не на полу, допустим, да, или, то есть как бы можно вариантов найти благодарности, на самом деле очень много, просто был бы фокус этого внимания. Главное чувство будет, да, это вот чувство любви, безусловной любви. Но чтобы это чувство понять, нужно полюбить себя без ложного эго, да, а вот искренне себя полюбить, принять себя, работать над собой, да, и только над собой. Не вокруг над всеми работать, так вы должны работать, и я вас контролирую. А работать в первую очередь над собой. Это самая тяжелая работа, работать над собой. И тогда все вокруг будет меняться. Это на самом деле. И главная позиция, это позиция, конечно же, Творца. Творца, а не жертвы, как нас многие годы, вот как раз подмену понятий, понимаешь? И вот эти все присказки, пословицы. Мультики, Золушка. Мультики, да. Это кто? Это кто? Золушка, это кто? Это жертва. Жертва, да. И вот это главная позиция, это будет Творец. То есть, опять же таки, Творец. Мы себе Творец, Бог, Вселенная. Да, это все круто, и Вселенная изобильна, друзья, но не абсурдно, скажу я вам так, потому что все внутри вас, вся Вселенная внутри вас, и вы и есть Вселенная, поэтому надо не извне идти, а вовнутрь. И вы творец, потому что каждый день своими поступками вы можете творить, вытворять, чем мы тоже со Светой занимаемся, да, Света? Вот. И вы это и есть тот творец. Да, но не впадать в жертву. Не, конечно, не без того. У нас есть тоже... Откаты есть такая штука, как откат? Конечно, есть. А еще такой у меня вопрос к тебе. Когда ты переходишь на какую-то трансформацию и на следующий уровень, и у меня такое ощущение, что сначала ты откатываешь назад, туда вниз, чтобы еще раз просмотреть, все прожить. Страшненько. Да, посмотреть, нет, туда я не хочу. И потом ты оттуда ты выскакиваешь на следующий уровень. проходишь вот это все, проживаешь трансформацию и переходишь на следующие задачи у тебя появляются. Да, есть такое. Мы все живые существа, да, мы все где-то откатываемся, впадаем, совершаем ошибки. А ошибки это что? Это наш опыт. И вот как идем в какой-то свой страх, понимаешь? На самом деле страха не существует. Это все иллюзия. И в страхе очень много ресурса, потому что ты познаешь себя, которого ты еще не знал до этого, понимаешь? Вот в чем ресурс. И ты просто даже сам не можешь представить, каким ты можешь быть, или как все может разыграться, понимаешь? Потому что на самом деле Вселенная многогранна, понимаешь? У нее многовариантна. И мы смотрим не так много на шагов вперед, да, как оно может быть. Но мы понять это можем, когда это уже прошло. Понимаешь? Угу. Когда прошло, мы такие, поэтому. Это все было правильно. Угу. А в моменте, почему нам важно растождествляться, в моменте нам бывает иногда сложно понять, что это все для нас. Мы начинаем, знаешь, такой вот паника. А надо быть почему? В полном принятии благодарности. Я принимаю, благодарю. Все для меня. Но это осознание приходит уже потом. И то, если ты, знаешь, не зашорен вот этими всеми программками, убеждениями, как правильно, как неправильно, а чьи они? Угу. Они не всегда твои из сердца, они могут быть мнением и других людей, понимаешь? И поэтому вот тут важно быть чистый ум, как говорится. Это все медитация, это все практики кундалини, практики пранаяма, это дыхательные практики, там, где ты концентрация внутри себя.
И тогда ты начинаешь очищать. Да, конечно, к тебе приходят мысли. Есть люди, которые говорят, да мне тяжело войти в медитацию, я не могу. Ну, друзья мои, ну это же не с первого раза, да? Если вы там будете делать определенную практику 40 дней, это минимум, да? А 40 дней, то нужно каждый день ее делать, не пропуская. Если ты пропустил один раз, это надо начинать отсчет заново, да. И тогда и тяжело, у тебя разное поднимается. Почему очень классно заниматься йогой? Потому что на коврике ты через эти иногда боль, страдания, сопротивление, которое ты испытываешь на коврике, ты проживаешь их. И в жизни ты уже к ним готов, понимаешь? Ты уже не так реагируешь. Ты уже готов к ним, и ты принимаешь и отпускаешь. Поэтому суть йоги, но ее очень много разновидностей. Хатка, айнгара, кундалини. Я, конечно, за кундалини, испробовав много разных направлений. Они все классные. Тантра очень приветствую, сейчас еще глубже изучаю. Очень классно. Но кундалини-йога – это королевская йога. Это йога для всех. Расскажи. И вот она как бы, в ней есть дыхательные практики и асаны, и физически очень мощные прокачки, и для здоровья, и питания, и даже определенные мантры, медитации по твоему дате рождения, потому что, как известно, это наш цифровой код. Мы все приходим в определенное время, час и место. Знаешь, говорят, всему свое место, время, обстоятельства. То есть не просто так мы приходим. И высчитывается определенная мантра твоя по дате рождения, определенная практика по твоему дате рождения, которая ты делаешь, которая на протяжении твоей, всей твоей жизни. Понимаешь? Поэтому все на нас влияет. Другой вопрос, что мы не хотим это принимать, но чем раньше мы поймем, что не принимая это, мы все равно на нас это влияет, да. Понимаешь? Это точно так же, как влияет планеты, да, и их планетарные моменты, влияет на всех людей, вот, влияет одинаково. Другой вопрос, на каждого лично оно может влиять по-разному. Почему? Потому что каждый находится на разном уровне. Мы все на разном уровне осознанности, восприятия, финансов, там, я не знаю, здоровья, на разных уровнях. Вот. Но нам всем есть куда расти, к чему стремиться, понимаешь, как бы всем есть. Остановиться это подобно смерти. То есть треба движение, рухаться треба. И вот планеты, смотря на каком ты энергетически, вибрационном уровне находишься. Если ты на низком, то тебя будет, конечно, по-хорошему колбасить. Да. Если ты интересуешь, а на низких это ты такой еще старовер. Я не принимаю ничего нового. Я вот дом поел, поспал, в туалет сходил, пошел на работу, пришел, то все. Я не принимаю ничего, я закрыт от всего. Это вот ты на низких вибрациях. Жаловаться, вот это все, это вот все туда. На средних вибрациях, на среднем таком энергетическом плане, это когда ты интересуешься, да, пытаешься познать интересное, что-то пробуешь, да, вот примеряешь, как оно. Там попробовал, посмотрел, как мне оно нравится, не нравится, если отклик. Тело реагирует, тело очень умное, оно у нас настроено на самоисцеление, самоочищение. Просто мы сами его забили, а потом хотим, чтобы нам оно подсказало. Или чтобы нам кто-то сказал. Понимаешь, в этом классно подсказывает вот кармология, ведическая астрология по цифрам, да, human design, там, где по твоей дате времени, по твоей дате, в ведической, допустим, и в human design еще время надо, в кармологии то, что мне нравится, там не нужно время, там больше по энергиям, по твоей дате рождения, где тебе дается инструкция, карта, понимаешь? Когда человек рождается, если бы эти знания, да, вот как бы рассказывали, они закрывали, они же были закрыты. На самом деле мы все рождаемся... Я так об этом думаю, что раньше же это вот это ведьм полили. Почему? Потому что они много знали. И боялись, ну вот оно, это я четко увидела. Да? Сейчас ты говоришь про это. Потому что люди что, они вот жили в определенном кругу, да, вот этот круг у них замыкался, и тут приходит какой-то человек, который знает вот такие вещи. Ключ от всего. Да. И вот она уже ведьма, ее надо спалить, потому что она нарушит наш каждодневный такой ритм. Да, так для кого-то выгодный такой ритм, понимаешь? Потому что знаниями этими владели, только владели, как они себя считали избранными.
То есть они возвышались над другими, понимаешь? Вы все как бы не должны это, а мы вот знаем и возвышались этим. А ведьма, знаешь, откуда на самом деле? Ведьма — это ведающая. Ну, Вот, она ведающая знаниями. Сейчас, ты говоришь, я это увидела. Да, просто. у нее были знания, она ведущая. Естественно, выбор был за ней, применять эти знания в светлом, да, в плюсе или в минусе. Это уже ее как бы, да, были проработки. Вот, но то, что она была ведущая, она знала, но и мы все, Свет, на самом деле, рождаемся с яснознанием, ясновидением, яснослышанием, у нас это все есть. И уже учеными доказано, что мы рождаемся умными, на самом деле, да, IQ эти все. Но потом в процессе взросления в социуме у нас, как у обезьянки, не слышу, не вижу, не говорю, не чувствую. Вот это самое, что страшное. Мы перестаем чувствовать себя, что мы хотим. Не плачь, вот эти все слова «не плачь», ты же девочка, ты же мальчик. Да, а да. что же скажут люди? Это отдай игрушку, да, там, допустим, песочницы, даже если ты не хочешь или не отдавай. Но я же тебе говорю, как бы у нас у всех есть что вспомнить. Но и мы начинаем претензии предъявлять. А надо не претензии. То есть мы сами, когда приходит понимание, в чем осознанность, когда приходит понимание и принятие, знаешь, принять неприемлемое, что мы сами это выбрали, я сама выбрала это воплощение в этой семье, в этом теле, в этой стране, вот, потому что карма страны, карма города, все это оно в совокупности влияет, да, на нас, больше, меньше, но влияет, сама выбрала, и от моих только действий, то есть что я должна понять, что я должна сделать, и вот тогда оно будет, тогда тебе будут и нужны люди приходить, и нужные знания, тогда тебе будет и энергия, потому что когда ты в правильном, понимаешь, вот мой путь, да, вектор вот куда, они сбили тебя потом с пути твоего, тогда у тебя энергия есть, у тебя запал есть, у тебя, понимаешь, к тебе есть энергообмен, ты чувствуешь, что ты не просто живешь, да, там, ну, помогаешь, а вот ты, вот это ощущение счастья. Почему есть много людей, мы сейчас такие все заточены на финансы, да, деньги, 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 заработать, да, это тоже важно. Сейчас вообще важно баланс духовного и материального, но он всегда важен. Просто чуть перекосы был, да, кто-то больше в духовное уходит, кто-то больше в финансы, но и те, и другие потом по итогу, понимаешь, не совсем счастливы, потому что, чтобы быть в духовности только без материального, тогда надо тебе идти в пещеру, в горы, становиться монахом. Да, становиться монахом, понимаешь, и все. И тогда в келье ты будешь там, да, ты духовный, но самая сложная задача — это быть духовным в нашем материальном мире, понимаешь, оставаться духовным, с открытым сердцем, с любящим сердцем, вот это сильнее задача. Когда перекос духовное, да, у человека есть все блага, но его уже не радует ничего, потому что у него здесь пустота. И сколько есть, да, корабли, пароходы, заводы, яхты, но человек не ощущает радости, у него пустота здесь, понимаешь, ему ничего не хочется. Ничего его не вдохновляет, не удивляет. А состояние счастья — это когда у тебя все это в балансе, все это в балансе находятся, и ты понимаешь, что у тебя, ну, ты свой вклад в мир не просто вот только в свою семью, а что ты больше можешь вложить, что твои какие-то действия, твои как бы творения, которые ты делаешь, независимо, может, ты столер, но ты так эту дверь делаешь, с такой любовью вкладываешь в нее, что она будет радовать других людей, защищать их дом от холода, там, от жары, от дождя, понимаешь? То есть ты понимаешь, что ты вклад делаешь. И вот это как бы ты приходишь к абсолютному счастью. Но прийти к нему, перескочив все эти пути, невозможно, понимаешь? Тогда ты не будет такой ценности у тебя. То есть все равно ты должен степ-бай-степ, шаг за шагом, потому что ты же тоже меняешься. В этом же тоже твои трансформации происходят. Расскажи про свой путь. Ой, мой путь. Мой путь прекрасен. Прекрасен был. Начинался... Вот опять же таки, была у меня такая инструкция. Это про обучение. Это про то, что этому можно учить. Этому можно учить в школах. Это я про это. Поэтому я думаю, что я нашла когда-то Монтессори, потому что она тоже говорила про то, что все дети рождаются умными, они все, у них все заложено. То есть она это видела. Она тоже была такая,
я думаю, прилетела, подписала такой Да, контракт, да. чтобы сделать, и поэтому там и сына она отдала и так далее. Ну, то есть она об этом тоже говорила. И потом, смотри, я хожу по разным направлениям, и везде слышу одно и то же. Вот сейчас ты говоришь, и у меня тоже складываются пазлики, тоже все про одно и то же. И про образование, этому же можно учить. Этому можно учить, давая вот эти карты, да, да. давая эти карты просто в виде игры, например, с детьми, в виде, там, не знаю, каких-то фильмов для подростков, да, ну и так дальше, Да, и так дальше. да. Для родителей так же самое, этому же надо тоже учить. Это я, возвращаясь к своей сфере про обучение, это вот про это же, что этому можно было научить, и это есть цель, я думаю, какая-то моя. Но, сорики, возвращаемся да, к тебе. Нет, что на самом у тебя не было карты. На самом деле, да, это все по дате, месяцу и году рождения, даже если вы не знаете четкого времени, как вот, допустим, у меня, я не знала своего четкого времени, у меня была бирка, но на ней не было времени. И опять же таки, сейчас ходит очень много таких суждений, какое время считать правильным. От первого крика, да, первого вздоха, от того, как ребенка достали, то есть как бы, ну, вот какие, да, какие моменты, то есть как бы тут тоже, но хорошо, вы знаете время, и можно посмотреть, какие энергии преобладают, да, потому что у нас есть и положительное, и отрицательное, и мужское, и женское, у нас все внутри есть, да, то есть и много разных личностей, субличностей, и от них тоже не стоит чур-чур-чур, их надо принимать, да, я все принимаю, и светлое, и темное, и минус, и плюс, и мужское, и женское, другой вопрос, работать над этим, их надо сбалансировать, трансформировать, и минус направить в плюс, понимаешь, а плюс усиливать. И тогда у тебя не будет, то есть не будет этой дуальности, понимаешь, тогда мы будем как бы в триединстве, тело, душа и ум, все будет вместе. А почему? У нас будет карта. Карта, как вот карта, вы в горы идете, карта, инструкция. Когда вы покупаете игрушку, у вас же есть инструкция, куда батарейку, да, казалось бы, элементарная, как это все раскрутить, куда включить, вкл-выкл. Так и здесь у тебя есть инструкция, ты смотришь, что у тебя, да, там больше какие энергии преобладают, да, к чему направить свое занятие, допустим, какие кружки посещать, потому что не всегда мы слышим это себя, мы идем как, где удобно, куда Петя пошел, чтобы вместе ходили, около дома близко находится там, допустим, или бесплатно, то есть не учитывается пожелание, не развивается это. А когда ты знаешь это, то ты уже обращаешь внимание и на какие-то моменты не реагируешь, допустим, их. Вот я, допустим, очень так смотрела по своим детям, что поначалу это было такое по наитию, интуитивно. Как можно больше дать им попробовать, им как можно больше это в маленьком возрасте. И как оказалось сейчас, да, и прочитав, что все правильно было, потому что мы, еще когда маленькие дети, они более открыты, они более чувствительны, да, вот, они, как говорится, чувствуют ангелов и слышат, да, как это, сколько было таких примеров. И как можно больше ему спрашивать, у них был этот опыт, потому что когда есть опыт, тебе уже нет такого страха, и ты уже понимание есть, и у тебя может вырабатываться навык. Если ты понимаешь, что мне это нравилось или это, ты пробуешь, и у тебя уже вырабатывается навык. И, то есть, а это то, что у нас, забери у нас все, навык у нас есть, и мы сможем себя дальше, понимаешь, реализовать. И все показывает, кризисы были всегда. Я когда анализировала тоже, просто мы были... Войны так же само. Да. Войны всегда были. Войны были всегда, кризисы были всегда, эпидемии были всегда, природа тоже всегда показывала, что она могущественнее, чем человек. А не мы такие, все мы можем, все мы знаем. И сколько я смотрела научных фильмов про космос, что там им тоже сказали, ребята, давайте не посягайте, и это все было прекратилось. И кому будет интересно, очень рекомендую посмотреть фильм «Задача трех тел». «Задача трех тел», а сериал посмотрите «Темная материя». И у вас выстроится какое-то тоже видение на это, что человек не из эго, что он самый всемогущий, все контролирует. Есть кто над ним контролирует, и есть там, как говорится, крышечку на этот приодеть, понимаешь?
Вот. И то, что как важно развивать в себе эту чувствительность, чувственно-эмоциональное состояние, потому что вот это состояние роботов, которые, да, нам сказали, мы пошли, нас попросили, мы отошли. Вот как раз таких попросят, таких уже не попросят, такие просто на выход пойдут. Потому что такие люди, как живые существа на планете Земля и вообще, ну, неинтересны, от них нет пользы, понимаешь? Они ничем не удивят, они ничем не заинтересуют, то есть они не дают ничего этому миру, а поглощают воздух, пользуются всеми благами. Это как коровы. Вчера было коровы, что слишком много коров. Мы ехали сюда, и Лукаш, или это было... Слишком много коров, да? Много много коров, потому что они много какают. Выделяют так же самое, я говорю, так же самое много людей, они так тоже много какают. А у коров хоть польза есть, это удобрение. Ну да. Понимаешь? От коров удобрение, потому что у них чистый навоз. Вот. Между прочим, в Австрии, где мы жили, мы это внюхивали, а нам поначалу тоже мы такие, вот негодяи, а у них такие луга там, да, вот альпийские луга, так они удобряют навозами от коров, от всего, они его перемешивают, и из бронзбойта этот, понимаешь? Так у них чистый какой продукт, а от человека меньше пользы, понимаешь? Да. Меньше. Только еще вредить умеет. Поэтому все придумано уже, и не надо себе, что мы самые умные. Все придумано до нас, мы лишь, это все заложено в нас, мы лишь проводники информации. И как важно делиться, знаешь, а не закрываться такой, я это узнал, познал и никому не скажу. Все, я буду сам этим пользоваться, сам. Почему эти все создавались, да, масонские, да, группы, все закрыты, все учения были. И как сейчас ты видишь эти все события, да, и во многом даже в Украине, да, события, которые, как они им всколыхнули, ну, потому что пришло время уже, все, уже скрывать нечего, все карты, и все учения, какие можно были, и Каббала, и все информационные такие, международные институты энергоинформационных технологий, вот где я сейчас учусь, вот они тоже открылись, чтобы люди как можно больше узнавали, познавали и, главное, делали. Потому что, знаешь, знания без практики – это мертвые знания. То, что я вот все знаю, но это ты делаешь, я никому не скажу, а еще я никому не скажу, еще и ничего не делаю. Не делаю, да. И будешь ты как Вассерман в этой жилетке, и куча кармашков, понимаешь? И все они закрыты. Но это мои кармашки, все закрыты. И я ими не пользуюсь, и никому не скажу, понимаешь? Вот, поэтому знания, да, без практики не мертвые. И, конечно, надо это все применять. Понятно, не с первого раза. Слушай, ну, слона целиком не съешь. Надо по кусочкам. Поэтому, ну, мы с тобой уже веганы. Мы за то, что сейчас другие времена. Это раньше ели животных, потому что были другие времена, и не было этого всего, да, и человек должен был, и то, как он должен был его добыть. А у нас даже мы так себе облегчили, нам даже добывать не надо. Да, все есть. Расскажи про этот курс «Зеленка». Практикум «Зеленка». От названия «практикум» уже понятно, что тут нужно делать действия практически, то есть не просто слушать там, да, а ты должен сам делать, потому что я даю только инструменты, которыми я сама пользуюсь, которые я по крупицам, так сказать, в разных собирала, да, и даю инструменты, но только ты сам или делаешь, выполняешь и получаешь результат, потому что мы как бы в позиции не жертвы, не ребенка. Да, ребенку, понимаешь, ничего не надо, а в позиции взрослого, который принял решение, я хочу, все, и делаешь. И там определенные практики, определенная формула красоты, молодости, стройности, направленная на правильной формулировке. Не на худеть от слова худо, а стройнеть от слова стройность, да? Расти, как сказать, в вертикаль, а не в горизонталь. Вот. Стройность, молодость, здоровье, понимаешь? Вот это еще главное. И на возвышение духа, потому что мозг у нас с кишечником, даже кишечник, первый мозг, важнее кишечник, чем мозг. Очень сильная взаимосвязь. И когда у тебя будет там порядочек, то у тебя будет и здесь порядочек, понимаешь? Вот. И возвышение духа. Это великий мастер кундалини-йоги Йоги Баджан давал в своих ашрамах в Америке. Но он давал, конечно, его там 45 дней.
И там, когда там 1000 людей в этом ашраме, и, конечно, там они в практиках медитации и всего-всего, то и в общем поле, когда общее поле, оно усиливает это все в 10 раз, а то и больше, вот, оно легче это проходилось. И это такое для практикующих, да, но очень классные результаты. И я в данном случае это под наши реалии, потому что мы существа социальные, живем в социуме, мы не можем так надолго все бросить, да, и уйти в практике медитации, дышать праной и все остальное. На самом деле праной ты наедаешься очень сильно. Я пробовала, у меня есть опыт и мимикрии, и голодания, и интервальных, и экадыши я соблюдаю, это по циклам. То есть есть цикл, который человек вообще спокойно может ничего не кушать, и ему будет очень прекрасно. Это его внутренние часы организма. Вот. И поэтому у меня опыт есть, и в практикум зеленка сделал на такой вот 7-дневный 12-дневный такой как бы дней, где вначале мы подготовка, там 2-3 дня, в зависимости от того, как люди, какой у них опыт уже есть, да, какие навыки они имеют. Или они вообще не знают, или они как бы уже что-то пробовали. Вот, чтобы подготовиться и для мозга, да, подготовить, у него не было такого сопротивления. Все, как это меня от чего-то ограничит, скажут, что мне делать. И потом такое глубокое погружение в зеленку. Это продукты зеленого цвета. Тут знаешь, секрет не секрет, да. Вот, но все это очень легко, классные рецепты, то есть все там как бы. И 2 дня выхода. А выход это, я считаю, сильнее, чем вход, потому что как бы не пойти потом и сорваться, да, и наедаться, как бы, а все-таки вот кайфануть от этого состояния, увидеть результат. И тут же главное еще прийти к интуитивному питанию. Главная цель, что ты потом начинаешь, ты очищаешься, начинаешь чувствовать, а что хочу я это, или это хочу ли я, или не поддаваться, знаете, как в 5-звездочном отеле. Мы пришли на завтрак, а там столы накрыты, и мы такие... Надо все попробовать, да. То есть ты уже такой, знаешь, себя как бы в спокойствии таком. И, конечно, я за то, что нужно ко всему подходить комплексно. Сейчас очень много такая, знаешь, информационная борьба, очень много информации. Как ты говоришь, раньше это все было закрыто, да, а сейчас все это осталось открыто, чтобы люди познавали, узнавали, очень много бесплатного, очень много в Ютубе, да, вот. И я сейчас понимаю, почему многие знания были закрыты. Как, допустим, Каббала, да, я изучала. Раньше это изучение изучали мужчины после 40-45 лет. Ну и понятно, он уже как бы возрос, да, он уже опыт у него есть, у него уже есть семья, да, там он уже как-то социально, он уже реализовался, и он уже может идти себя там к духовному, понимаешь, да, посвящать себя духовному служению, учителю служению, да, то есть как бы в таком плане, вот, и настолько все открыто, и как бы все только узнавать. Но нас мало узнаваемо, еще надо делать, понимаешь? Да. А мы этого не хотим. Мы же мозг думает, а зачем я буду делать? Мне же так лучше. Вот это все. И, конечно, надо работать в комплексе. И сейчас куда внимание, все борются за это внимание. Много всего, все борются. А куда внимание, это главная валюта, туда и энергия. Понимаешь? Куда твой фокус внимания направлен, туда твоя энергия. И все. А мы, как люди, приходим с определенным запасом энергии. Если мы ее только расплескиваем там, на ненужные обсуждения, на бесполезные разговоры, на злость, на агрессию, да, там, ну и пошло-поехало. И никак не восполняем, а это через качественный сон, да, это ложиться в тот же день, когда ты проснулся. Это правильное питание, это очищение сознания, ума от всего ложного, чужого, не моего, да, это дыхательные практики, да, там, ну, то есть вот определенный как бы набор, да, если этого не делать, то все, у тебя иссякает, ну, когда вот у человека апатия, он ничего не хочет, да, как бы. В общем, твоя зеленка, это есть, совмещает вот эти практики по поводу еды, да, я так поняла, вот этого приема, и плюс духовное наполняет тебя туда, чистит твою, как бы чистишь желудок и чистишь голову и душу. Да.
Потому что я и на своем опыте, и сейчас, смотря как все, да, поменялось, переход произошел. Вне зависимости, хотим мы этого или нет, переход от 3D на 4-5D, он уже произошел. Все, это факт. Не принимаешь, не принимай, значит, на выход. Вот. Принимаешь и идешь быть гибким и пробовать, окей, тебе иди, как говорится. Вот. Но если на своем опыте, если ты только об одном идешь направлении, проседает другое, понимаешь? Вот, поэтому сейчас все финансы, за финансы, да, людям нужны деньги, финансы, и это тоже важно, ощущать себя комфортно, да, там, позволять себе радости какие-то, это тоже очень немаловажно. Но тогда, может, знаешь, направить фокус внимания, все, ты там упустил, отношения упустил, здоровье упустил, а тогда зачем тебе финансы, когда тебя уже здоровье не радует, понимаешь? И как важно по всем 5 направлениям, и финансы, деньги – это энергия, это высокие вибрации, здоровье – это тело, это питание, это вот эта твоя гибкость, что ты, какая-то ситуация произошла, реакция должна быть спокойная, понимаешь? А потому что каждый твой гнев, раздражение, 5 минут гнева сжигает 5 лет твоих семян, хороших дел, которых ты делал. Вау, вот ты совершаешь серьезно? хорошие дела, да, в корзинку, как помнишь, игра была, ну погоди, в корзинку яйца собираешь, вот, и такой думаешь, блин, ну я так всем хорошо делаю, ну почему же, блин? А потому что там тоже есть свой алгоритм, понимаешь? Там есть свои 4 шага, которые ты должен делать, чтобы твое семя проросло правильно, ну и проросло не в следующей жизни, да, или не в 80 лет, а проросло сейчас, потому что ты сейчас живешь, здесь, сейчас, в моменте. А для этого тоже нужно сделать действия. То есть тоже взять шланг и направить. То есть тоже есть алгоритм этих действий, 4 шагов. Поэтому отношения – это принятие себя, мира. Да, что вот они говорят, что все плохие, один я хороший. А это отношения. Духовность, предназначение – это проявление любви к себе, заботе к себе, но не из эго, да, а из безусловной любви. Как ты можешь любить кого-то, если ты себя не любишь? Понимаешь? Как ты можешь помочь кому-то, если ты не можешь себе помочь? То есть это вот об этом. Поэтому я и совместила это все вместе и считаю, надо только так сейчас комплексно подходить ко всему. Все это тогда у тебя, понимаешь, на всех слоях очищения происходит. И тогда у тебя и осознание, и ты больше понимаешь свои действия, что ты делаешь. Ты видишь этот путь, видишь вектор, понимаешь свою цель, к чему ты идешь. И ты меняешься по всем планам. И оно все быстрее тогда. Конечно, когда в коллективном кругу это лучше, чем когда ты с одним человеком, да. Но если ты одному человеку помог, то это уже классно. Потому что это заблуждение, что одному человеку помог. Но ты живешь, у тебя есть семья. Да, и там очень тоже важно состояние твое. Потому что состояние влияет в жизни состояние влияет на все. Как ты себя, твое состояние, как ты себя ощущаешь. И вот если ты в хорошем состоянии, да, в гармонии, в балансе своем, в принятии таком, позитиве, то есть ты делаешь какие-то действия, ты видишь, как ты трансформируешься, да, вот как бы понимание всего есть, то это влияет и на твое окружение, на твою семью, твоего ребенка, твоего супруга, понимаешь? Соответственно, оно дальше, как знаешь, бросил камень, как бросил добро в воду, камень в воду, и от него пошли круги. И вот так это все пошло. И это не на одного человека ты повлиял, а уже ты на сколько людей повлиял. Но когда ты проходишь коллективно, и поддержка коллективная, то это очень классно. Знаешь, как найти своих, как говорится, и успокоиться в смысле того, что я нормальный. Потому что у нас-то уж сколько было, я не такой, как все, там, я не так, и мы как-то умалчивали. А почему сейчас таких много сообществ? Потому что люди идут в учения, находят своих, да, кто-то отсеивается, не без того, кто-то идет в другие пробует, и это тоже правильно. Но находятся те, которые понимают, и они остаются, и они друг друга поддерживают, и как это важно, потому что это коллективная энергия, когда происходят медитации, молитвенные какие-то там, да, мероприятия, сапур читается как кундалини или шабаш, то там энергия направлена всех людей на одно, она усиливает каждого, запрос каждого. Вот я там захожу в практику с намерением, запросом, да, и вот так каждый заходит. Но когда мы за себя и за того, и все в коллективном, оно еще как бы как на лифте, знаешь, тебе как не как ты вот погорела, лезешь
этих Поступил кошках, по да. одной, по одной. А ты как на лифте раз и поднялся к своему намерению. Вот так. Проще. Окей. Давай еще и будем передвигаться про путь свой. Ты начала и не рассказала. Я хочу, чтобы так вот, может, как ступеньками, как ты пришла, допустим, там вот к кундалини, к вот этому, даже к вегетарианству и так это, вот прямо степ-бай-степ. Мы с тобой поколение еще, как говорится, тысячных, да? Да. Вот. И, конечно, мы не как наши дети, да, поколение 2000-х годов, это совсем другое поколение уже, и у них другие настройки, Света. Вот. Мы Это родились, видно. конечно, и прошли, но я считаю, мы офигенный путь прошли. Мы еще с тобой застали, когда не было телефонов, да? Да. Так это, смотри, за какой короткий период, потому что мы жили, сейчас эпоха Водолея, да, настала, а мы жили в другую эпоху, и там был прогресс, как бы это было заложено, что будет прогресс. И вот смотри, мы ходили, не у каждого в доме был телефон, мы ходили в будки автоматы, кто помнит, да, или уже в этих музеях раритетных эти автоматы, кнопочные, с колесиком, или в фильмах такие. Вот, Вот здесь есть. да, и заказывали, можно позвонить там в другой город. Сейчас, конечно, этого нету, и мы долгий путь. У меня этот интерес был всегда, но, опять же таки, не было столько информации, да, не было тогда интернета еще, и книг как таковых еще не было, понимаешь? Это сейчас как бы и... Да, даже если и были, я думаю, что не было перевода на русский, украинский, потому что сейчас, когда я начала дальше идти в разные тоже, то очень много на английском, допустим, я вижу. И я читаю, допустим, если мне что-то заинтересовало, я иду в какую-то сторону и читаю на оригинале, допустим, или на нескольких языках, и тогда еще больше информации у меня есть. Потому что каждый, в переводе каждый интерпретирует по-разному. Да. Вот это еще в чем, да, фишка. Ну, я, конечно, не такой полиглот, да, но я такая мучусь. Да, и не было как бы, да, вот это в доступе это почитать. У нас только были что? Романы про любовь, да, Анжелика. Поэтому... Я тоже читала. Я у мамы забирала и читала. Так моя мама там тоже, ты помнишь эти книги, эти тома, этих книг было по карточкам их, это было целое, конечно. Ну, слушай, ну вчитали хоть как-то, приучали. Поэтому, конечно, но поиски такие были. Но опять же таки, понимаешь, как ребенок, как на тебя, мы же, если брать из human дизайна, мы же, есть проекторы, есть... ну, как в разных направлениях, то есть у нас открыты каналы наши, то есть на кого кто-то сам знает, как ему надо, а на кого-то социум очень сильно, он от него берет, понимаешь, поэтому вот таким людям, как можно научиться растождествляться, то есть понимать, что это не то, что я хочу, а то, что ко мне как бы вот навязано, знаешь, и я вот так узнавала, познавала, конечно, ну, пыталась, искала где-то, и, конечно, не всегда, те же помнишь, что кришнаиты были песни, и мои родители всегда боялись, что меня вот это, и носили, помнишь, книжечки, вот эти, Библия, вот это такие все брошюрки. Да, и я все время открывала дверь, они боялись, что там я там послушаю, и меня заберут меня в секту, да. И поэтому ты такой где-то думаешь, ну потом еще успеется, да, там молодость, там тут куда поступать надо, понимаешь, а ты не знаешь, чего ты хочешь, потому что уже заложенные твои таланты были загублены где-то, потому что, ну, не время сейчас, нет возможности у семьи заниматься, да, там, допустим, музыкой, вот я фортепиано хотела, некому меня было водить, да, или не было возможности купить, дома поставить, понимаешь, поэтому, когда вот твои вот эти все желания, твои такие позывы быть и творить то, что ты хочешь, да, и заниматься тем, чем ты хочешь, они были там где-то зашорены, ты уже, когда вырастаешь, ты не знаешь, что ты хочешь. Надо поступать. Каждый уважающий себя гражданин должен иметь высшее образование, закончить 11 классов и поступить в институт. Чего сейчас многие не делают, а заканчивают и, допустим, просто хотят поработать или попробовать, поискать себя. И это тоже правильно. Да, попутешествовать. Вот, поэтому нет, у нас было все именно институт, вот, который я получила диплом и так и не работала, вот, потому что опять-таки же потом, вот сейчас узнав по своим энергиям, да, 22 число рожденное, я за свободу, я такой вот новатор, понимаешь, как бы, который пробует новое, который открыт всему, ну так и есть, я ныряю
куда-то там, в те же обучения, там, лечу туда, на Бали, лечу в Мексику, там. Лечу на всем, Да. как тебе не смотрю, так ты там и то пробовала, и это пробовала, и это пробовала, и, но это круто. Так это я еще не показываю. Кстати, друзья, подписывайтесь на наши Светом инстаграмы, оставляйте ссылочки все. Да, по ссылочками. Так это я еще не показывала, потому что у меня тоже была такая программка закрытости, знаешь, как у нас у всех. Так, а что люди скажут? А еще сглазят. Не надо там выхваляться, понимаешь, там, да, то есть как бы, а кому это интересно, вот эти все программки, а это и так все, допустим, как я, да, долго не рассказывала, что я там занимаюсь, да, кундалини, я думаю, когда ты в этой теме долго, как ты, наверное, да, вот в обучении, ты думаешь, что это и так все знают, да, и так всем понятно. Это как ты беременный, и ты кругом беременных видишь, да? Да. Или купил белую машину, и только белые машины видишь. Ну, то есть как бы об этом. У тебя, поняла, фокус внимания, вот я тебе о чем? Это пример хороший. Вот. И ты такой думаешь, ну, все так это знают, и все пробуют. Но опять же таки, почему важно пробовать и ездить на то, что тебе откликается, на мероприятия, там, на какие-то тренинги, обучение, игры. Сейчас очень много игр трансформационных, которые через игру, да, вот жизнь-игра, через игру такую дает тебе легкость и понимание. Почему это важно? Потому что неизвестно, когда тебя когда вот это произойдет, понимаешь, переключение, и у тебя все сложится. Потому что каждый твой прочитанная книга, фильм, знакомство, общение с человеком, понимаешь, ретриты, какая-то практика, аскеза, вот все, оно как пазлы одной картинки. И каждый важен. И вот и оно все у тебя накапливается, твой такой этот опыт, понимаешь, накапливается, и вот в какой-то момент оно включится, и оно все сложится, и ты поймешь, вот оно, понимаешь? То есть, когда ты уже будешь готов к этому, когда ты уже к такому уровню дойдешь, но опять же таки, это же не предел, это у тебя, это ступень к следующему. Хорошая новость, что это ступень. И как бы продолжается. Да, не очень. Не следует. Да, что это конец бесконечный. И почему, когда ты остановился, это подобно смерти. Почему люди, да, вот есть молодые там, или которые грустные, которые ничего не хотят, да, потому что они все остановились. Ну, вот наступила такая апатия, пустота, ну, не хочется, а вот надо через это преодоление. Или как вот люди в пожилом возрасте, как они кайфуют, радуются, потому что они пришли, и они не останавливаются, понимаешь? Они дальше идут, и они кайфуют от этого. И вот и им дается, живи, раз ты радуешься, а ты для этого пришел, мы все пришли для этого. Радоваться, наслаждаться и, ну, конечно же, и нести пользу какую-то, а не просто быть потребителями. Для этого очень классный фильм есть «100 вещей», по-моему. «100 вещей» или как называется. Послание для всех женщин, которые будут нас смотреть, да, и нам с тобой, что как важно. Мы же говорили о том, что мы приходим с определенным запасом энергии, да, и что ее нужно аккумулировать, да, ее надо правильно расходовать, не расплескивать, да, этот запас энергии, это как жизненная наша сила. Но и как важно ее нарабатывать, и что женщина на самом деле наполняется от женщины и опыляется, так сказать, да, наполняется этой энергией. И потом уже эту энергию, аккумулировавшая, она несет свою семью, наполняет своих детей, своего мужчину. А уже мужчина, вдохновленный этой, да, энергией, уже будет радовать свою женщину. И поэтому и есть такие объединения. Я же говорю тебе.